Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу о том, как можно поставить унитаз своими руками. У нас уже ремонт в ванной комнате сделан. Теперь необходимо сделать самое главное дело, это ставить унитаз. Что для этого понадобится? Для этого нам понадобится обычный силикон, сантехнический. Можно использовать жидкие гвозди, но не те, которые боятся влаги. Понадобится набор для установки унитаза, карандаш, перфоратор и, в принципе, больше ничего. Унитаз у нас собран. Здесь весь бачок в комплекте. Есть крышка. Если он у вас разобранный, то необходимо собрать, не одевая верхнюю часть. Бачок это легче будет, поэтому. И теперь приступим к установке. В нашем случае унитаз имеет прямой выход. Еще есть угловой, направленный вниз. Ну, в нашем случае прямой как раз подходит. В самой канализации был только вывод под 30 градусов вверх серой трубы. Я немножко его нарастил и купил колено с резиновой вставкой, которая очень хорошо подходит в этом случае для установки унитаза. Можно было воспользоваться гофрой, но гофра менее недолговечна и больше подвержена забиванию, засорению. Для начала необходимо примерить унитаз на своем месте, как он будет стоять. И теперь необходимо сделать разметку на полу. Предварительно выставить, как он нам понадобится. И сделать разметку для того, чтобы промазать силиконом и просверлить отверстие под дюбеля. С помощью простого карандаша или фломастера обводим основание и также рисуем отверстие. В принципе, теперь можно снимать унитаз и делать отверстие. Раствор еще свежий, поэтому я не включаю режим удара, чтобы не сорвать свежий кафель. Аккуратненько высверливаем. Меряем глубину и забиваем дюбель. Вот так выглядит. Теперь сверлим второе отверстие. Вот два дюбеля мы забили. Теперь необходимо вытереть лишнюю влагу и мусор, потому что силикон клеится только на чистую поверхность, сухую. Можно феном пройтись, можно сухой тряпочкой. Теперь по периметру наносим силикон по нашему рисунку, который мы нарисовали. Ну вот, теперь можно ставить унитаз на свое место. Резиновую прокладку можно чем-то смазать, можно моющим средством или даже мыльной водой, для того, чтобы легче ходил унитаз. Я использую обычную галу. Здесь нужен тоненький слой. Вот он стал строго по контуру. Теперь берем саморезы, одеваем пластмассовую насадку для того, чтобы не раздавил унитаз, и начинаем закручивать дюбеля пластмассовые, которые мы засверлили. И для закручивания используется обычный ключ на 10, накидной или рожковой. Теперь одеваем декоративные колпачки, заглушки, чтобы не было видно головки саморезов. Они часто очень плохого качества. Тут это шатается, можно их приклеить с помощью суперклея или того же силикона. Все, унитаз стоит твердо и неподвижно. Можно пальцем силикон немного вдавить еще пространство между унитазом и кафелем. 100% гарантирую то, что все пустоты заполнятся и унитаз не будет шататься. Все излишки вытираем тряпочкой. Если убрать лишний силикон,
с унитаза из пола, то в дальнейшем может пожелтеть и испортить внешний вид. Вот так. Теперь необходимо подключить унитаз к системе водоснабжения и проверить его работу. Откручиваем заглушку, кран не работает. И подключаем шланг питания бачка унитаза. И уже проверить, что у нас получилось. Проверяем работу. Подтеканий никаких нет. Значит, унитаз установлен качественно. Теперь желательно сутки подождать и не садиться полностью на этот унитаз, не прыгать, чтобы он не сместился со своего поклеительного места. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Последнее видео о том, как можно поставить унитаз своими руками. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои замечания и комментарии, ставьте лайки. Всем пока!